Привет всем! Сегодня я буду готовить борщ. Точнее, я его уже приготовил, я вам покажу, как я это делал. И, разумеется, борщ с пампушками, потому что какой борщ без пампушек? Как их приготовить, смотрите вот по этой ссылке. Я не буду называть свой борщ ни украинский, ни русский, ни кубанский. Это борщ, который я готовлю давно, и все мои домочадцы его очень любят. И я надеюсь, что некоторые моменты из моего рецепта будут вам полезны. Как и где появился этот суп, доподлинно неизвестно, поэтому я приведу только несколько фактов. Наиболее подтвержденной историками и археологами является версия о том, что борщ к нам попал в 1-3 веках до нашей эры, когда римские гарнизоны стояли на территории современного Крыма. Это показали многочисленные раскопки на местах имперских гарнизонов в Херсонесе, Евпатории, Феодосии и Керчи. Свекла была одним из первых растений, которые начал культивировать человек. А древние греки дали свекле имя второй по счету букве своего алфавита – бетта. По-гречески означает свекла. Правда, использовали они только листья, что мы сейчас называем мангольдом. И как преемники греческой цивилизации, римляне не только продолжили культивировать свеклу, но и улучшили ее сорта и начали потреблять в пищу клубни. Они и привезли с собой в Крым свои сорта капусты, свеклы и многих других овощей. И рецепт современного украинского борща практически полностью повторяет рецепт древней популярной фракийской похлебки, которую варили из свеклы, капусты, лука, мяса и сала. Кстати, и поныне итальянцы непревзойденные мастера по изготовлению самых разнообразных видов сала и других продуктов из свинины. И у меня на канале есть несколько рецептов. Свекольные супы исторически существуют не только у украинцев и русских, но и у других славянских народов. Литовцы готовят холодный борщ с яйцами, огурцами и зеленым луком. Румыны кладут в него баклажаны и сладкий перец, молдаване красную фасоль. А поляки готовят свой борщ без капусты, с сельдереем и пастернаком, который подают с крошечными пельмешками с начинкой из грибов и жареного лука. По-польски их называют ушка. Этот же борщ готовят на Западной Украине. Белорусы варят его на свекольном квасе, конечно же с картошкой, но без капусты. Ну и просто украинским борщ назвать нельзя, в каждом регионе страны свой рецепт. Есть две версии происхождения названия борща. Первая от растения съедобного борщевика, из которого в старину готовили похлебку со свеклой. А вторая это производная от украинского слова буряк и название капустного супа щи, дословно щи со свеклой. А кроме стандартного набора продуктов свеклы, капусты, репчатого лука, моркови, чеснока, картошки, томатной пасты, сала и петрушки, я беру лимон, сельдерей, красную консервированную фасоль и чернослив. Для ароматизации лавровый лист, душистый перец и немного кайенского перца для остроты. Ну и, конечно, растительное масло и соль. А как видите, здесь не хватает, как многие считают, самого главного для борща – это мясо. Но об этом чуть попозже. Подготовлю все овощи, почищу морковку, лук и чеснок, а свеклу в последнюю очередь, иначе придется лишний раз мыть руки. Для правильного супа очень важна нарезка. Капусту нарежу крупными кубиками. Картошку аналогично. Лук режу соломкой. Свекла и морковка для борща должны быть нарезаны тонкими брусочками, поэтому я воспользуюсь мандолиной, так будет проще. Идеальная нарезка свеклы имеет принципиальное значение для борща. И добиться такого результата ножом было бы непросто. Сельдерей небольшими полосками. Вместе с луком и морковкой он пойдет в зажарку. Стебли петрушки мелко нарублю и тоже отправлю в зажарку. Из оставшихся кусочков свеклы приготовлю свекольный сок. Я его добавлю в суп в самом конце. Он даст нам дополнительный красивый темно-красный цвет и свежесть практически сырой свеклы. Добавлю немного воды, соль, сахар и выжму лимонный сок, чтобы свекла сохранила цвет. Можно, конечно, натереть свеклу на терке, но в блендере проще и быстрее. Переливаю в кастрюлю и нагреваю смесь примерно до 80 градусов, ни в коем случае не кипячу. Теперь займусь свеклой. В сотейник наливаю растительное масло, можно пожарить сало, но у меня его немного. Обжариваю свеклу на среднем огне минут 5. Добавляю немного воды, томатную пасту, соль и сахар. Буду тушить на маленьком огне минут 20. Свекла тушится уже 10 минут, можно закладывать в кастрюлю картошку и через какое-то время капусту. Теперь о мясе.
Наверное, я скажу крамольную вещь, но я мясо в борщ не кладу. Аромат овощей в борще настолько сильный, что полностью забивает вкус бульона. Мясной бульон нужен исключительно для сытности, а не для вкуса. Но те времена, когда поел борща и на целый день в поле, кажется, прошли. Исключительно для вас я все-таки сделаю мясной бульон, но своим способом просто закину несколько замороженных кубиков своего говяжьего фюме из заготовок. А приготовлю зажарку или иначе пассировку из лука, моркови, сельдерея и стеблей петрушки. Буду готовить своим любимым способом глазированием. Лук при этом должен стать прозрачным, а морковка и сельдерей мягкими, они сохраняют свой цвет и аромат. Добавлю немного соли и сахара для лучшей карамелизации. Налью немного воды и накрою своей любимой волшебной крышкой из крафтовой бумаги. В предыдущих роликах я рассказывал, как она работает. Не забываем следить за свеклой, добавляем воды, если она сильно выкипела. Будет неприятно, если на зуб попадет лаврушка или душистый перец, поэтому я их заверну в марлю, а потом выну из супа. И добавлю еще листья петрушки. Капуста и картошка готовы наполовину, можно закладывать свеклу и пассировку. Но перед закладкой взбрызну свеклу лимонным соком, чтобы она не теряла цвет. Добавляю фасоль, солим, пробуем и при необходимости доводим до баланса соли, сахара и кислоты, соответственно, с сахаром, солью и лимонным соком. И опускаю свой ароматный мешочек. Томим борщ на минимальном огне без кипения еще минут 15. Пока борщ доходит, приготовлю чесночную заправку. Отправляю в блендер сало, петрушку, чеснок, красный перец, немного соли, растительное масло и немного воды, чтобы лучше сбивалось. Кстати, эту же пасту я буду использовать для намазки пампушек. 15 минут прошло, остался последний штрих. Выключаем нагрев и добавляем чесночную пасту. Чернослив я добавляю в конце, чтобы он остался твердым, будет очень приятная текстура. И процеживаем свекольный сок. Теперь ему нужно минимум полчаса настояться, и все готово. Это я называю товарищ борщ. Я очень люблю сало с чесноком, я еще намажу. Интересно, казалось бы, что сладкий чернослив, чеснок, свекла, но в борще это все прекрасно сочетается. Всем приятного аппетита и до следующего очень вкусного.